Друзья, привет! Сегодня мы поговорим о программе новой LCT Mars и о настройке светодиодного экрана на системе управления Novastar. Значит, для начала, после установки программы с логотипом вот таким вот, как вы здесь видите, запустите ее. Мы подразумеваем, что все подключения у вас сделаны, то есть у вас есть светодиодный экран с принимающей платой, и есть контроллер sending card, либо видеопроцессор, либо другой какой-то контроллер, и все у вас подсоединено к компьютеру с помощью USB и подсоединен HDMI кабель в случае, если мы ведем речь о экране с захватом с компьютера. Первое, что необходимо сделать, это войти. В вашем случае будет вход через User Advanced Synchronized System Login. В нашем текущем мы сделаем через Demo Login. Вы вводите пароль админ, попадаете в окно настроек. Следующим шагом необходимо открыть настройки экрана. Здесь вы увидите соединение ваше, которое у вас будет установлено. Если его нет, то у вас что-то не так с подключением. В данном случае либо это USB порт, либо это Wi-Fi, если мы говорим про серию Taurus. Если у вас есть подключение, то просто нажимаем кнопочку Next и переходим на следующий шаг. Данное окно говорит нам о вашем экране и о том формате разрешения видео, которое идет на контроллер. Важно, чтобы параметры, которые у вас здесь есть и которые у вас будут отображены на sending card, они были одинаковыми. По умолчанию мы оставляем все как есть и переходим в закладку Receiving Card. Закладка Receiving Card – это параметры вашего модуля. Это настройки его частоты, яркости и загрузка непосредственно файла скана, который вам обычно предоставляется при покупке. Что здесь важно? Здесь в этом окошке у нас разрешение нашего кабинета. Кабинетом мы в данном случае называем тот сегмент, который управляется одной приемной платой. При загрузке модуля через режим загрузки скана через кнопку Load from File вы загружаете, если определенную конфигурацию, то у вас здесь будут некие ограничения по умолчанию. И если у вас активны вот эти вот закладочки, то можно регулировать различные параметры. Самый главный, который у нас здесь есть, это частота. По умолчанию в различных экранах это 1920, бывает 3840, бывает выше, но вот основные от 960 до 3840 Гц. Чем выше частота, тем меньше пикселей может обслуживать в данном случае ваша карта. Градация серого. Такая же логика. При увеличении количества градации серого числа у вас большая нагрузка идет на плату. Меняются те или иные параметры. В данном случае мы не видим сильного изменения. Да? Но вот у нас изменяется яркость. Показатель эффективности яркости. Нормальный параметр это 16. Для начала остальные характеристики можно не изменять. За исключением, может быть, вот этого параметра, если он у вас стоит на уровне
а ниже вы можете, соответственно, его поднять там до 32. Важно, что если у вас экран состоит из различных плат, из различных кабинетов размером, которые между собой отличаются, то устанавливайте здесь размер максимального кабинета. В то же время вы можете отправлять конфигурации индивидуальные на отдельные кабинеты. Например, вы, нажав на кнопочку Send to Receiving Card, можете выбрать отдельную плату вместо отправки на все приемные платы. И можете выбрать его через режим Select by Topology и прямо нажать здесь на ваш непосредственно кабинет. Ну, допустим, это будет вот этот. И отправить на него ваши параметры. После этого необходимо сохранить все внесенные параметры с помощью кнопки Save. Вкладка Screen Connection. Это непосредственно то, как распределяется сигнал в вашем экране. В данном случае давайте начнем по умолчанию с вот такого положения. Первое, что нам необходимо выбрать. Если у вашего контроллера несколько выходов, то, собственно, они выбираются вот здесь. Если у вас несколько контроллеров, то вот вы их настраиваете, соответственно, здесь. По умолчанию обычно у вас здесь будет стоять один, и здесь, ну, скорее всего, там 1-2. На простых контроллерах, на простых sending картах именно так это происходит. Давайте рассмотрим вариант, что у нас один выход и одна плата. Мы устанавливаем количество кабинетов, то есть количество приемных карт в вашем экране по колонкам. Допустим, сделаем 3, и рядов мы сделаем, допустим, 2. Мы получили общую картинку, но пока неизвестно, где у нас заходит сигнал и как дальше идет у нас распределение дальнейшего сигнала. И также неизвестно, какие разрешения у карт. Так вот, установив здесь нужное разрешение, допустим, по умолчанию 128 на 128, мы можем, кликнув мышкой на том кабинете, который у нас будет первым, вид у нас здесь с лица, это очень важно. Мы нажимаем на первый кабинет, и у нас появляется сразу у него информация, что это карта номер 1, порт номер 1, плата приемная номер 1 и разрешение кабинета 128 на 128. Дальше мы можем построить нашу сетку в зависимости от того, как мы хотим ее подключить. В идеале делать вот такой вот змейкой. Можно делать, соответственно, вот такой фигурой. То есть вот когда мы все расставили параметры по линии подключения, мы видим стартовую точку, мы видим конечную точку. Мы можем нажать кнопочку Send to HV. Это будет означать, что данные отправятся в ваш контроллер непосредственно в карту отправки. И после этого нам обязательно нужно нажать кнопочку Save. Не забывайте этого делать, потому что иначе у нас могут возникнуть вопросы. Контроллер будет работать, но при выключении у вас параметры не сохранятся. То есть мы нажимаем на кнопочку Save, и данные сохраняются непосредственно в памяти. Что еще необходимо знать про данную вкладку? Если у вас есть экран, на котором уже есть плата рабочая, предположим, что какой-то один сегмент у вас рабочий, а другой сегмент вы меняете приемную плату на новую, можно произвести чтение данных карты. Мы можем нажать вот здесь вот
мы выбираем кнопку Read from Receiving Card на закладке Receiving Card для того, чтобы прочитать данные скана. Нажимаем и указываем номер. В данном случае это номер вашего основного контроллера. Если он у вас один, здесь будет единица. Это номер порта. Это, собственно, ваш выход из контроллера. И номер receiving карты по вашему вот этой вот раскладке. Здесь номер написан третьим параметром. Receiving card номер 4, Receiving card номер 5. То есть это порядковый номер ее в этой цепочке. Если у вас будет подключение другой формы, то номер, соответственно, здесь будет 2, если она будет идти вот таким образом. И выбрав нужную Receiving карту, допустим, первую, мы загружаем эти параметры в систему. После этого, почему-то у нас выскочило, вот. После этого мы можем отправить эти параметры на выделенную определенную плату. Выбираем снова Select by Topology и выбираем, допустим, вот эту плату и делаем Send. Мы отправляем туда запись скана. После этого обязательно нажимаем на Save, не забываем этого делать, и проверяем работоспособность. По идее, на стадии, когда вы выставите параметры экрана, правильно выставите размеры кабинетов и загрузите файл конфигурации непосредственно скана в систему, нажмете Save у вас, в случае, если у вас подключен HDMI кабель, у вас должно пойти изображение рабочего стола. Начальная точка у нас находится в верхний левый угол по умолчанию. То есть некую часть экрана вы как раз таки будете в этой ситуации видеть. Дополнительные параметры, которые вам могут потребоваться в программе новый LCT, давайте по ним кратенько пробежимся. Ну, во-первых, вкладка Settings. Здесь находится дублирующая Screen Configuration. Это то же самое, что у нас в кнопке на главной странице. Настройки яркости. Настройки мультифункциональной карты. Управление несколькими экранами. И остальные параметры, я думаю, что сейчас про них разговаривать нет смысла. Это более продвинутые функции. Нас интересует в данном случае установка яркости. Она также есть здесь на главном экране. Давайте мы по ней тоже немножко поговорим. Касаемо яркости. В системе предусмотрено два режима. Ручная яркость Manual Adjustment и Auto Adjustment. В случае, когда вы хотите либо использовать внешний датчик освещения, либо использовать расписание. По ручной яркости все довольно понятно. Двигая бегунок, мы выставляем нужную яркость и сохраняем параметры Save to HV непосредственно в вашем контроллере. Когда мы переходим во вкладку Auto Adjustment, у нас есть два варианта. Если у вас, нажав на кнопочку еще раз Wizard Settings, у нас есть два варианта. Если у вас есть датчик яркости, то вы используете вот эту функцию Adjust by Light Sensor и делаете его настройки. Что подразумевает в данном случае настройки? Это некоторое количество строк, это таблица, которая говорит, когда внешняя яркость в люксах равна 20, яркость экрана в процентах должна быть столько-то. Когда яркость внешняя в люксах столько-то, яркость экрана должна быть столько-то. Мы можем менять эти параметры. Можем добавлять или удалять готовые строки и добавлять свои строчки. Внешняя яркость в люксах такая-то, яркость экрана такая-то. Здесь ничего сложного нет. Когда у вас
установлено режим Advanced Adjustment. Это означает, что вы можете делать настройку по времени, без учета данных датчика, или же совместно с ним. Как это работает? Мы заходим в это окно, выбираем, нажимаем на кнопочку Add, добавить, и говорим, допустим, с 9 утра мы хотим установить определенную яркость, не учитывая датчик яркости. Вот это мы учитываем датчик яркости, вот когда галочка здесь стоит. Здесь мы говорим, не учитывая датчик яркости. Допустим, в 9 утра мы предполагаем, что у нас начинает светлеть, значит мы хотим увеличить яркость, ну допустим, на 40%. После этого мы добавляем новый параметр. Допустим, с 12 часов дня мы хотим поднять яркость до 80%. Окей, у нас уже есть два. Далее мы говорим, допустим, с 13 поднять до... Нет, давайте так. С 15 спустить до 60. Окей. И, допустим, с 18 снизить до 30. Все, можно нажать на Cancel, либо нажать на кнопочку крестик. Все, ваши параметры здесь сохранены. А как это работает? В принципе, здесь все логично и понятно, что по часам, которые встроены у вас в компьютере, идет информация о том, что после того, как время настало 9 утра, яркость увеличилась до 40%. До этого момента по нашей текущей таблице яркость будет составлять 30%, так как в 18 часов вечера она снизилась до 30%, и до следующего дня, до утра, она будет составлять 30%. Поэкспериментируйте, здесь все очень просто. Вы можете удалять отдельные строчки, либо редактировать их, нажав на Edit, либо Delete для удаления. Можете полностью очистить лист, нажав кнопку Clear List. И нажимаем Finish, и после этого сохраняем наши параметры вот здесь кнопочкой Save. Таким образом мы переходим в автоматическое управление яркости экрана. Далее, в разделе Tools, давайте мы сначала про раздел Мониторинг. Раздел Мониторинг в реальном времени показывает ваши платы. Если они светятся зеленым, то у вас все в порядке. Значит, это означает, что есть сигнал на приемной плате, он ее видит, и с ней все в порядке. Здесь вы можете посмотреть напряжение. Если вы наводите на плату, вы видите, что в нижней части вот этой всплывающей таблички у вас написано Supply Voltage 4,9 вольта. И характеристики карты. Номер, ее номер receiving, номер sending карты, номер порта и номер receiving карты. В закладке с градусником вы можете увидеть текущую температуру на плате. Вы видите ее в виде цифры. Также вам показаны здесь цветовые обозначения. Вы будете четко видеть, если у вас она станет красной, вы сразу поймете, что-то не так. И в первой закладке вы видите общее соединение. Если у вас здесь проблемы, то у вас проблемы на уровне подвода непосредственно видеосигнала к контроллеру. Это основные вещи, которые нужно знать для мониторинга. И здесь можно сконфигурировать различные параметры, как, например, автообновление мониторинга. Вы можете поставить каждые сколько-то секунд. Вы можете установить сигнализацию, если у вас установлена плата специальная. Вы можете установить оповещение на электронную почту, если у вас что-то происходит с вашим экраном. Для этого уже более продвинутые настройки. Мы сейчас их касаться не будем. У нас обзорная часть для того, чтобы вы могли оперативно запустить экран и вкратце разобраться, как это работает. Еще полезная
Функция этой программы — это во вкладочке плагин находится Test Tool. Давайте про нее немножечко поговорим. Что здесь у нас есть? Первое. Мы можем вывести на экран, допустим, мы сделаем вот такого размера, Show нажмем, у нас появится такая вот картинка. Мы можем включать определенные цвета и смотреть их в реальном времени на экране, потому что, как вы помните, именно отсюда у нас забирается изображение по HDMI кабелю на ваш экран. Вы можете посмотреть, проверить работоспособность всех пикселей. Если вам необходимо изначально установить нужный размер вашего экрана, чтобы перекрыть все точки, все пиксели в данном случае. Вы можете посмотреть градиенты различного типа, вкладки Gradual Change с различным уровнем: 32, 64, 128, 256. Вы можете посмотреть сетку, регулируя ее скорость и ее направление. Можно менять горизонтальную, вертикальную, либо наклонную вправо или влево. И вы можете включить отображение модулей. В данном случае либо модули, либо плату можно настроить различным образом в зависимости от параметров, которые здесь есть. Это основная информация, которая вам нужна для того, чтобы начать работать с этой программой и запускать экран. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте их в комментариях. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и включайте оповещения. Мы будем дальше записывать нужные полезные ролики, связанные как раз таки с настройками